Приветствую на канале Коллекционер цветов. Поздравляю всех с весной. Первая неделя марта – это время начинать подкормки домашних растений. В этом видео я покажу, как я удобряю свои растения и расскажу, почему я это делаю только весной и летом. 99% моих домашних растений удачно перезимовали и потихоньку просыпаются. Для того, чтобы удобрить всю мою коллекцию за один раз, мне понадобится 5 леек по 10 литров, то есть 50 литров воды. Я буду использовать универсальное минеральное удобрение для комнатных растений. По инструкции нужно 2,5 колпачка на 10 литров воды. Я беру всегда чуть меньше удобрения, 2 колпачка хватит. Наливаю 10 литров очень теплой водопроводной воды. В идеале ей нужно постоять пару дней, освободиться от хлора. Разливаю полученный раствор в меньшие лейки, удобные для полива моих растений, и иду поливать своих питомцев. Последний раз я удобряла свои растения прошлым летом, то есть 6 месяцев назад. Я обычно делаю ставку не на удобрения, а на качественный питательный грунт, в котором растут мои растения. Я никогда ничем не удобряю растения всю осень и зиму, так как большая часть моих цветов зимует без дополнительного освещения лампами и поэтому крепко спит и в подкормках не нуждается. Целая лейка воды уйдет на эту алоказию. Смотрите-ка, у нее есть бутончик, она собирается цвести. И так я поливаю все горшки. Попадаются растения с мокрой землей, еще с прошлого полива обычной водой. Им я подливаю немного раствора, чтобы не залить их. А тем, кто по суше, сегодня получают хорошую порцию воды с удобрением. Повторную подкормку я собираюсь организовать через 2 недели, то есть 17 марта. В прошлые годы я подкармливала свои растения только несколько раз летом, потому что весной большинство растений я пересаживала в новый грунт, и им хватало питания в новой земельке. Но сейчас коллекция выросла настолько, что я не успеваю всех пересадить в марте-апреле, да и некоторые растения еще не требуют пересадки, поэтому я начинаю подкармливать свои растения удобрением. В основном я поливаю почву сверху, но когда пышная шевелюра мешает этому, то заливаю воду в декоративное кашпо, и оттуда она сама поднимется вверх в горшок к корням. Я не забываю также подкормить тиландсии, воздушные растения. Для них нужно сильно разбавить раствор удобрения, чтобы не обжечь их. Замачиваю их на полчаса и иду поливать дальше свои растения. Я израсходовала уже 40 литров воды. Боюсь представить, что будет летом. Пока я поливаю, сразу подмечаю, кого нужно перевалить в горшок побольше или пересадить. Подкормки, к сожалению, не заменят этой обязательной процедуры для растений с истощенной или засоленной землей. А если я вижу растение приболевшее, на нем обычно сидит то ли тля, то ли клещики, то его я не удобряю вообще. Это одно из правил: больное растение удобрять нельзя, оно или сгорит, или отравится. Я поинтересовалась в социальных сетях, кто как удобряет свои растения, и ответы меня поразили. Настолько трудолюбивы и ответственны некоторые цветоводы. Они удобряют растения с каждым поливом, а не раз в неделю, и следят за достатком железа, азота и так далее. Для меня это высший пилотаж. Я и так потратила сегодня полдня на эту примитивную процедуру приготовления удобрения и полив всей коллекции. Делать это каждый полив я не представляю себе возможным. Единственное, что я могу улучшить, это на лето прикупить удобрение не чисто минеральное, а минерально-органическое. Например, универсальное удобрение на основе натурального гуано. Друзья, если вам нравится ухаживать за растениями, то не забудьте их подкормить и поставить лайк этому видео, которое я снимаю одной рукой, а второй рукой я поливаю. С вами была Ирина, цветовод-любитель. Заходите ко мне почаще, выращивайте и подкармливайте своих зеленых питомцев с удовольствием. Всем удачи и процветания!